политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу! Исчез. Понял. По новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задержаны несколько человек. Главный пост на Украине. Объявляю судебное заседание открытым. Хамовническим районным судом города Москвы в открытом судебном заседании слушается уголовное дело по обвинению Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом А, Б, части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона номер 60. Потерпевший, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, рождение, национальность, род занятий. Когда вопрос идет о позиции представителя гражданского лица и потерпевшего, представляющий Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, я хочу уведомить этого представителя, на самом деле, что он является липовым представителем. Я этого не хотел, мне лично все это надоело. Ну, однако я надеюсь, что положительным результатом этого процесса будет демонстрация на таком очевидном и символическом примере появления независимого профессионального суда в дополнение к уже имеющемуся суду присяги. Все забираем, уходим из зала вниз, на второй этаж. Первое. Для того, чтобы быть гражданским истцом, гражданский истец обязан обосновать свою вот эту вот фиктивную бумажку, на которую она сослалась, хоть чем-нибудь. Чем обосновал этот липовый потерпевший? Свое так называемое заявление о возмещении причиненного ущерба. Оказывается, вынесено постановление Генеральной прокуратуры от 3 февраля 2007 года. Ваша честь, они в каком году потерпели? В 2002 или в 1998? Они хоть сами-то знают? Таких лиц, которые полностью во всем осведомлены, несколько сотен человек. Это правление компании, совет директоров, аудиторы и другие лица, о которых я сейчас буду говорить. Вот из этих лиц мы хотели бы, чтобы данный суд заслушал тех, с которыми я, во-первых, это лично обсуждал, во-вторых, те, которые имели возможность и обязанность и фактически проверяли мои слова. И третье условие – это те, на кого вряд ли могло оказать давление уважаемое следствие и сторона обвинения. Именно поэтому так важно вызвать в суд уважаемого господина Путина Владимира Владимировича, потому что вышеуказанные вопросы, куда поставлялась нефть, на что расходовались денежные средства компании ЮКОС, я ему докладывал лично. Следствие на него, на мой взгляд, давление оказать не может. Сечину Игорю Ивановичу в рамках подготовки к встрече с Владимиром Владимировичем Путиным я указанные вопросы докладывал лично. Они им проверялись, и думаю, что он имеет абсолютную полноту знаний, особенно с учетом того, что он является председателем совета директоров правопреемника большинства активов
компании ЮКОС. В том числе или в основном приобретенных на денежные средства, которые обвинение в данном процессе считает полученными в результате хищения нефти и ее нефтеотмывания. Вот они сейчас все у него, он все подробно про них знает. Далее, с Германом Оскаровичем Грефом лично обсуждал вопросы, связанные с движением акций, принадлежащих Восточной нефтяной компании. С Кудриным лично получал разъяснения, связанные с налогообложением нефтяных компаний и конкретно с уровнем налогов, которые должна платить компания ЮКОС, с той нефти, которую уважаемый господин Кудрин, проверив, считал не только добытой, но и реализованной компанией ЮКОС. То есть не похищен. Почему он это считал, как он это проверял, почему он требовал налоги, все это у него можно выяснить достаточно подробно. Я это знаю, но суду нужны свидетели. Далее, господин Христенко и господин Юсупов лично определяли, лично мне, направление поставок нефти, которую уважаемая сторона обвинения считает похищенной, поскольку в разные годы исполняли обязанности руководителей комиссии по распределению доступа к трубопроводному транспорту. Они лично знают, поскольку лично это направление определяли. Ну и, наконец, господин Каримов лично установил обстоятельства, прямо противоречащие настоящему обвинению, о чем сообщил мне письменно и неоднократно. Как он эти обстоятельства установил? Почему он их установил? И почему сейчас он их скрывает от своих соратников, я не могу сказать. Думаю, что он это, может быть, разъяснит уважаемому суду.